2025 год – это особенный год, с которым связаны важные трансформационные события для всего человечества. В начале 2025 года произойдет много важных событий. В январе-феврале мы стали свидетелями редкого астрономического явления – большого и полного парада планет, когда 6, а потом 7 планет Солнечной системы выровнялись в близком отрезке пространства вокруг Солнца и Земли. Это сопровождалось мощными энергетическими воздействиями на Землю. Именно в марте 2025 года происходят важные астрономические явления. Это весенний коридор затмений 14 марта по 29 марта. Кроме того, это период ретроградной Венеры со 2 марта по 19 апреля и ретроградного Меркурия с 15 марта по 7 апреля. А 20 марта – это день весеннего равноденствия, что символизирует обновление и возрождение природы. Это равновесие между днем и ночью, между светом и тьмой. Весеннее равноденствие – это цикл обновления и очищения природы, наступление весны и начало Нового года, нового цикла жизни во всех древних культурах. А теперь перейдем к чрезвычайно важному событию. Конец марта 2025 года – это конец периода Кали-юги, периода разделения и упадка, деградации сознания человека. Что такое юга? Юга или юги представляют собой циклические эпохи времени, и каждая из них имеет свои особенности, нравственные качества и продолжительность. Выделяют 4 юги – Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга. Эти юги описываются в различных священных текстах, таких как Махабхарата, Пураны и Веданта-сутры. Циклическая природа юг. Современное представление о линейном процессе эволюции от низших к высшим является неверным. Все в природе представляет собой смену циклов. Также процесс эволюции является циклическим процессом, что можно понять из древних текстов. В традиционной индийской космологии юги циклически сменяют друг друга, и каждый цикл юги включает в себя последовательное прохождение всех 4 юг. Один полный цикл называется Маханья. Согласно древнеиндийским источникам, его продолжительность составляет 4 миллиона 320 тысяч лет. Рассмотрим каждую из юг. Первая – Сатья-юга. Это золотой век. Продолжительность 1 миллион 728 тысяч лет. Особенности. Это эпоха правды и добродетелей. В Сатья-югу люди живут до 100 тысяч лет и практически не испытывают страданий. Все действия человека основаны на истине, справедливости и нравственности. Второе. Трета-юга, Серебряный век. Продолжительность 1 миллион 296 тысяч лет. Особенности. Это эпоха, в которой все еще присутствует много добродетелей, но и зла становится больше. Люди в Трета-югу живут до 10 тысяч лет. Основные принципы жизни остаются, но начинают видоизменяться. Третье. Двапара-юга, Бронзовый век. Продолжительность 864 тысячи лет. Особенности. В Двапара-юге моральные ценности продолжают ухудшаться. Человечество зарегистрировало еще больше изменений в поведении. Люди живут примерно до 1000 лет, и добродетель и зло начинают находиться в постоянной борьбе.
Четвертое. Кали-юга, железный век. Продолжительность 432 тысячи лет. Особенности. Нынешняя эпоха, согласно индуистской традиции, считается самой темной и сложной. Люди теряют моральные ценности, и жизнь в целом становится трудной. Средняя продолжительность жизни человека значительно снижается. Таким образом, Сатья-юга, золотой век, которому соответствует высокое сознание людей, это сознание души. Дальше с каждой эпохой, по нисходящей, происходит снижение осознанности людей, что сопровождается моральным упадком, войнами и деградацией цивилизации. Это сознание эго. Кали-юга. Согласно индуистской астрологии и философии, Кали-юга – это четвертая и последняя эпоха в цикле юг. Кали-юга считается эпохой упадка морали и духовности, и по различным источникам ее длительность составляет 432 тысячи лет. Однако учения, связанные с последствиями этих временных циклов, могут варьировать в зависимости от различных школ и учений. Однако древние тексты, собранные в первых-IV веках, переписывались, к ним добавлялись комментарии. В период Кали-юги многие знания были потеряны и искажены. Так возникла путаница в продолжительности юги. В различных священных индийских текстах полный цикл юги составляет 4 320 000 лет. Конец Кали-юги. Бибхудев Мизра в течение десятка лет изучал древние цивилизации и тексты, путешествовал по древним местам по всему миру. На основании исследований древних текстов разных культур он опубликовал результаты своих исследований в статье о конце периода Кали-юги в 2012 году. В декабре 2023 года он опубликовал свою книгу с обновлениями, которая называется «Сдвиг юги. Конец Кали-юги и грядущая планетарная трансформация». На основании своих исследований Мизра пришел к выводу, что полный цикл юги составляет 25 800 лет. И конец Кали-юги приходится на 21 марта 2025 года. Как он пришел к такому выводу? Многие древние знания были потеряны в период деградации и упадка общества. В результате понижения осознанности происходит потеря памяти и информации. Поэтому знания и технологии древних цивилизаций были утеряны и не дошли до нас. Бибхудев Мизра решил проанализировать древние источники и восстановить утерянные знания, которые были забыты в период Кали-юги, периода упадка и снижения осознанности человечества. Как выше говорилось, согласно священным индийским текстам, полная юга состоит из 4 юг и составляет 4 320 000 лет. Это согласно священным индийским текстам. Согласно другой системе временных циклов, полный цикл рассматривается в 24 000 лет, который состоит из 4 юг. Сатья-юга – 4000 лет, Трета-юга – 3000 лет, Двапара-юга – 2000 лет и Кали-юга – 1000 лет. Мизра считает, что во многих древних источниках описывается 12-тысячный цикл, что, согласно некоторым воззрениям, является годом богов, который эквивалентен 360 годам людей. В результате цикл 12 тысяч лет был умножен на 360, и получили цикл юги продолжительностью 4 320 000 лет. Такая продолжительность юги
противоречит другим древним индийским текстам, а также древним текстам других цивилизаций мира. В древних персидских текстах, наиболее близких к индийской культуре, полцикла составляло 12 тысяч лет, который был разделен на 4 эпохи по 3000 лет каждая. В древнегреческой традиции описаны 2 цикла – 10 800 лет или 12 900 лет. Каждый цикл в среднем составлял 2850 лет, и все части юги имели одинаковую продолжительность. Мизра исследовал эти древние тексты разных культур и традиций, пытаясь объединить утерянные знания и найти общие элементы, и воссоздать единую временную шкалу, универсальный цикл, единый для всех культур и традиций мира. Полный цикл юги состоит из 2 частей – нисходящей Сатья-юга, Трета-юга, Двапара-юга и Кали-юга, который сопровождается понижением сознания людей, деградацией ценностей и упадком. Продолжительность этого цикла 12 тысяч лет. И восходящий Кали-юга, Двапара-юга, Трета-юга и Сатья-юга, что сопровождается повышением сознания людей, и продолжительность в 12 тысяч лет. Каждая из этих юг длится 2700 лет, и между ними имеются периоды перехода в 300 лет. Первоначально Мизра полагал, полный цикл юги составляет 24 тысячи лет. Однако, продолжая свои исследования, Мизра размышлял, что, возможно, цикл полной юги соответствует циклу процессии Земли, который составляет 25 800 лет. Процессия, вызванная постепенным вращением Земли, земной оси, равноденствий – это период времени, который требуется земной оси, чтобы пройти один полный цикл зодиака. Планете требуется 72 года, чтобы пройти 1 градус зодиака, и 25 800 лет, чтобы завершить один полный круг в 360 градусов. В древнегреческих текстах, которые исследовал Мизра, упоминались 2 переходных периода между нисходящим и восходящим циклами юги. Согласно древнегреческим источникам, эти периоды назывались катаклизмос и экпайросис, и каждый из которых длился 1200 лет. Именно в эти периоды происходили глобальные климатические и геологические изменения, а также столкновения Земли с кометами, что описано в разных древних текстах. В период катаклизмос происходило охлаждение климата, так называемая Великая зима, тогда как во время экпайрозис происходило очищение с помощью огня и пожаров. Таким образом, в целом, полный цикл юги с добавлением 2 переходных периодов между нисходящим и восходящим циклами составляет 25 800 лет, что соответствует циклу процессии Земли. И согласно этим расчетам, конец Кали-юги приходится на 21 марта 2025 года. После этого мы вступим в переходный период продолжительностью 1200 лет. Таким образом, на основании своих исследований Бибха-дев Мизра восстановил схему продолжительности полной юги. Мизра проводил сравнительные исследования и изучал
представления о циклическом развитии у разных древних культур и традиций. Периоды понижения сознания сопровождались уменьшением размеров тела и объема черепа на 10 и более процентов, что соответствовало снижению интеллекта и сознания людей. В периоды повышения сознания происходило увеличение объема черепа, что соответствовало повышению интеллекта, памяти, экстрасенсорных способностей, таких как интуиция, телепатическая передача информации. Кроме того, им не нужно было технологии, так как они могли выполнять все операции благодаря своим сверхспособностям и, так сказать, своей сверхъестественной силе. Они могли делать сложные операции по трепанации, ампутации, то есть у них были знания, которые были утеряны. Современные люди открыли эти знания только в прошлом веке. Со снижением сознания или сознания души и усилением сознания эго происходила потеря знаний, упадок моральных и духовных ценностей, войны и деградация цивилизации. Это также сопровождалось климатическими изменениями. Таким образом, 21 марта 2025 года, после Дня весеннего равноденствия, Земля вступит в новый цикл, который соответствует новому периоду. Это конец Кали-юги. Мы вступаем в переходный период после конца Кали-юги. Период с 2025 по 2032-2036 годы – это критический период, в течение которого будут происходить трансформационные процессы. Это период, когда человечество стоит перед кармическим выбором. Какой путь выберет наша цивилизация и сознание человечества? Если мы не пойдем по пути эволюции, то Земля направит нас через катаклизмы. Это зависит от каждого из нас. В видео «Эра Водолея» мы говорили о том, кто перейдет в новое время, а кто останется в старой парадигме. Люди осознанные будут оберегаться и сохранены в процессе перехода и перейдут в новое время. В результате такого перехода возникнет новая раса людей.